Всем привет! А мы сейчас, ребята, с вами едем, так сказать, окунуться в легенду, проверить урочище бессмертной ведьмы, ну или колдуньи, как ее называют местные жители. События, которые происходили, когда ее местные жители скинули с обрыва, были давным-давно. Но и по сей день местные жители боятся и якобы видят эту старушку всю в лохмотьях, видят ее в ее урочище, а также недалеко от местного старинного кладбища, где она якобы собирает какие-то зелья и наводит порчу до сих пор на местных жителей. Ну, я, кстати говоря, не удивлюсь, что там на самом деле обитают люди, которые верят в какую-то силу этого места, ну и проводят определенные ритуалы. Ну, в любом случае будет интересно. Кто, ребята, еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас это очень помогает. Монетизацию на канале, как всем известно, отключили, но, по крайней мере, продвигать канал можно. Фига, какие здесь самосвалы ездят. Винтажная техника. Не знаю, с чем это связано, но здесь повсюду развешаны вот эти вот ленточки на деревьях. Кедровый лес шикарно, короче, смотрится вот он. И везде развешаны ленточки. Интересное кино. Ребята, вы только посмотрите, какой сказочный лес начался. Я подобное видел в Сочи, в Тиссо-Самшитовой роще. Ну, это, конечно, не то, но тем не менее, вот все кедры, они покрыты вот этим мхом. Судя по всему, это какая-то зараза, наверное, для кедра. Колючек здесь не видно даже уже все. Сам кедр, видимо, умер. Но выглядит это, конечно, красиво. Блин, капец, где меня носит? О! А вот, походу, и след косолапого. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но, по-моему, это свежий Мишкин след. Приноси. Ну да, точно. Прикиньте, ребят, ни хрена прикол. Вот с этого склона видно было, как камень такой пролетает вниз. Офигеть, вон посмотрите, на этом склоне постоянно падают камни. Да, опасное место. Красотища, ребята. А мы продолжаем пробираться сквозь горы к той деревне, в которой жила эта колдунья. Еще километров 30 осталось в горы, и мы доберемся. Блин, ребята, у меня такое ощущение, что я залез в какой-то клоповый улей. Ну, реально. Вся машина вот в этой штуке. В зеленой. Ужас какой-то, ужас. А когда едешь, звук такой, как будто ты под градом едешь. Ё-моё.
Шикарное место, ребята. Прочитал в интернете, что 200-300 миллионов лет назад здесь был тектонический разлом плит, в результате чего потоки лавы устремились вот как раз примерно по руслу реки. И сейчас вот здесь вот такая вот красота. Полностью все скалы представляют собой вулканическую породу, расплавленную. Офигенные виды. Есть, конечно, альтернативная точка зрения, что совсем недавно, ну, буквально 200-300 лет назад, здесь была какая-то ядерная катастрофа, термоядерные взрывы, и обычные скалы вот так оплавились. Но я придерживаюсь все-таки традиционной точки зрения. Интересно, что в этих скалах есть вот такие маленькие лагунки, в которых есть такие озерки, в которых можно искупаться. Вода там просто горячая. Нагрелась от солнца и от скал. Офигенно. Просто какие-то фантастические места. Мне кажется, можно здесь медитировать часами. Вот реально место силы. Я сегодня, кстати, весь день уже брожу по этим горам, по скалам. И, в принципе, не чувствую себя уставшим. Вот парадокс. Ладно, задержался я здесь, надо ехать дальше. А вот это место, ребята, называют местные жители долина шагающих камней. Видите, кругом горы, а в этом месте именно просто холмы и отдельные такие огромные валуны-булыжники валяются. Местные утверждают, что раз в 4 года здесь раздаются какие-то подземные толчки, и можно наблюдать, как эти камни перемещаются. Может быть, это, конечно, что-то для туристов придумано на уровне легенды, а может и правда так. А здесь, за долиной камней, находится святая земля или священная земля. Местные говорят, что те, кто умеет, может через камни общаться со своими предками и даже влиять на свою судьбу. Здесь надо вести себя очень тихо. Впереди, ребят, старое кладбище, в окрестностях которого местные жители видят старую колдунью. Говорят, здесь она где-то собирает свое зелье. А здесь начинается заброшенная деревня. Проезжая, наткнулся вот на такое интересное строение. Явно построенное очень давно. Но поскольку здесь священная земля, то заходить в него я что-то очкую, не пойду. Внутри там, кстати говоря, видны еще остатки какой-то утвари. И явно предметы какой-то старой мебели. Но явно здесь никто не живет. Интересное сооружение. Да, джипинг здесь знатный. Дорожки узенькие, по краям обрывы. В ущелье речка течет. А здесь прям такие мощные скалы. Огромные. Такое ощущение, что на Кавказ куда-то попал. Смотрите, ребята, какая интересная пещера.
Кстати говоря, местные жители мне сказали, что урочище ведьмы находится как раз посредине горы. Там какая-то площадка должна быть. И, судя по всему, это где-то недалеко. Вполне возможно, что это место есть. Скала красивая, конечно. Обалдеть. А вон, кстати говоря, в ту сторону какая-то тропа уходит прям в скалу. Вполне возможно, что где-то там есть расщелина, проход. А вон туда наверх. Сейчас проверим. Да, интересно, ребят. Вход в ту пещеру я не нашел. Расщелины здесь никакой нет и подъема тоже. Но здесь есть зато очень интересные артефакты. Смотрите. Вот олень, рога, человек. Вот еще какая-то собака или олень. Еще человек с луком. И дальше вон туда, вон тоже эти картины уходят. Наскальное изображение. Вообще, ребята, это называются петроглифы. И местные говорят, что они датируются примерно 1000 лет до нашей эры. Представьте, какая древность. 1000 лет до нашей эры. Офигеть. Очень интересный артефакт. Сейчас только какое-то животное вон там бегало. Козел, что ли, какой-то. Интересно. Не успел разглядеть и заснять. Прикиньте, ребят, только отошел от того места. А здесь вот такие вот более мощные, более хорошо сохранившиеся петроглифы. Смотрите. Здесь прям какие-то баталии изображены. Вон несколько животных. Это охота, наверное. Первобытные люди охотятся на животных с копьями. Ниже вон как четко виден олень. Офигеть. Смотрите, сколько здесь рисунков наскальных. А вот еще. Как будто попал в древнюю картинную галерею, ребят. Вот опять на скале олень какой-то нарисован. Видите? Вот рога, ноги, что-то еще между ног. Все, вроде больше не вижу ничего. Где-то вот там вверху находится урочище. Такое ощущение, что какая-то горная речка течет. Либо водопад. Нифига красота какая. Как я и знал, что где-то тут водопад шумит. А дальше наверняка идет горная речка. Порогами стекает. Но сейчас выше поднимемся, посмотрим. Совсем немного осталось пройти к урочищу вдоль речки. Мостик такой древний здесь. Горная речка, прикольная, воды сейчас попил из нее. Вкусная вода. Сейчас какие-то, короче, звериные звуки слышал. Может, и медведь. Страшное дело. На самом деле, вот в таких диких местах одному ходить как-то не очень интересно. Не знаю, будет видно на камере или нет. Небо звездное прям. Такое ощущение, что оно прям настолько низко, что его можно потрогать руками. Звезд просто миллион. Ребят,
Короче, прикиньте, совершенно случайно наткнулся вот на такую пещеру. Или технологический грот, не знаю, что это такое. Я практически машиной туда заехал. Интересно. Я уже столько этих мест проверил. Не могу никак это урочище найти. Не уверен, что это то, что нужно. Здесь куча коровьих следов. Домашний скот сюда ходит, видимо, прятаться от жары. Хрена тут штольня уходит куда-то. И становится все грязнее и грязнее. Но нет, судя по всему, это совершенно другое. Нечто мне не нужно. Иначе я сейчас тут забуксую в грязи по самые уши. Мне кажется, нехрен мне тут делать. Хотя коридорчик такой заманчивый и интересный. И бесконечный какой-то. Интересно, глубоко он уходит в гору. Знаки какие-то. Нифига тут ходов. Кротовые норы такие. Старинные укрепления. Ё-моё, не заблудиться бы. Какие-то остатки старой арматуры болтаются. Куда идти? Налево, прямо или направо? Как в сказке. Попробуем. Ух ты. С первого раза не получилось. Опа. А здесь что интересно за яма. Такое ощущение, что то ли кто-то раскопки вел, то ли эти ямы специально здесь выдолблены для того, чтобы заложить взрывчатку. Вполне возможно. Блин, ноги переломаешь тут. Фига, тут бесконечная какая пещера. Туда куда-то ход уходит. Интересный знак. Да, ребят, скорее всего, это вот технологические такие сооружения для того, чтобы закладывать взрывчатку
Может, я, конечно, ошибаюсь, но, ребят, кто знает, для чего вот это все сделано, пишите обязательно в комментариях. Фига. Видно еще, как кто-то долбил. Реально норы, как в какой-то компьютерной игре. Ребята, выхожу, короче, я из штольни. Смотрите, что вижу. Ни хрена прикол. Это что за НЛО? Смотрите, как полнеба освещается. Ё-моё. Это что такое? Я вообще в шоке. Но это факт не самолет, не вертолет. А что тогда? Ни хрена себе. Короче, ребят, нечто летит по небу. Гигантский светящийся столб остался в небе, который постепенно расходится в стороны. Первый раз такое вообще вижу. Охренеть. Надо, короче, быстрее в машину лезть. Блин, грязь еще влип. Короче, ребят, я просто в шоке. На небе какой-то объект светящийся летел, и от него светящаяся какая-то дорога расходилась, именно светящаяся. Вот, короче, ребят, только к ночи я добрался до нужного мне места. Уже столько мест обшарил, и ни за что бы не нашел его, если бы мне не подсказал местный житель. Встретил деда какого-то. Долго на меня странно смотрел и не мог понять, нахрена я туда прусь. Короче, ребят, вот оно, это урочище. Видите? Пещера или грот, не знаю, что это такое. Короче, вот внутри там, говорят, есть урочище, обиталище бессмертной ведьмы. Ночь уже, ребят, хоть шар выколи. Да, но сегодня я нагулялся вообще вдоволь. С этой горы навернуться очень легко и просто. И укатиться вниз. Вот что я вижу, то что урочище-то это весьма обитаемо. И посещаемо вполне возможно или местными, или туристами. Лесенку даже положили. Короче, именно вот здесь, ну еще на кладбище, видят эту старуху в лохмотьях. Нифига, тут отвесная скала. Опа. Нафиг снимать и лезть, это, конечно, то еще удовольствие.
жутковатое место, конечно. Но не такое уж страшное, как рассказывали местные. Может, конечно, с ним и связывают какие-то мистические истории. Но я вот каких-то шаманских штучек, развешанных куклу Вуду или еще что-то в этом духе не вижу. Не знаю, что тут так бояться. Надписи зато вижу. Молодежь любит это место. Может, погадать сюда приходит. Фига тут. Нора. Блядь, башкой зацепился. Место, конечно, такое атмосферное, но надо сказать, что я лично не вижу даже каких-то маломальских признаков каких-то шаманских ритуалов, проведения или еще что-то. Ничего. Нора уходит вон туда куда-то. Фига, тут на потолке среди кирпидоны торчат острые. Капец, нора снорка. Фига, она уходит как далеко. Но я туда не полезу. Короче, поставлю-ка я камеру лучше просто. Посмотрим, если будет какая-то движуха, то по-любому заснимет. Интересный туннель. Ладно, кто-то там двигается. Может, животное какое-то забралось. Ладно, отключусь пока, наверное. Собрался уже уходить, поставил камеру и увидел еще одну тропу, куда-то вверх уходит. Интересное кино. Опа. Блин, не запнуться бы, а то он туда в обрыв. Улететь можно легко и непринужденно. Блин, и еще там наверх уходит. Но я не альпинист, уже туда-то не полезу. Ну я нафиг. А вот здесь куда-то интересно. Все, тупик. Интересный карман. А может, вот здесь какие-то обряды проводят. Но опять же, здесь даже и надписи нет. Ни места костровища, ни каких-то магических символов. Ничего нет. Короче. Ладно, посмотрим, что камера заснимет.